Всем привет! Мы в Якутии, и, кстати, очень жарко в Якутии. И сейчас на этой, не побоюсь этого слова, роскошной яхте отправимся в одно уникальное место, где сливаются две реки – Лена и Синяя. Правда, я не знаю, как мы там все поместимся. Большую часть маршрута от Якутска до села Титары мы проехали на автомобиле. Почти 4 часа. Еще 1,5 часа займет финальный отрезок, около 50 километров, который нам предстоит пройти по реке. Место в лодке мне досталось на высокой канистре. Зато какой обзор! Тем более, что на нашем пути одна из главных достопримечательностей Якутии – чудо природы – величественные Ленские столбы. Но нам немного дальше. Поведу я покурить, как на волю уберечь. У окошечка сижу, да и в окошечко гляжу. 3 деревни, 2 села, ну, ребятушки, дела. Слушайте, Миша, не тяни, а? я как будто перенеслась в прошлое. Вы настолько органично, естественно, вписываетесь вот в это, во все. Это что за потрясающие такие у вас тут развлечения, ваших 3 села? В нашем селе Синск развлечений очень много. Но если эти развлечения и еще проходят в Синском подворье, да еще с ансамблем «Реченька», так вообще супер. 280 лет тому назад приехали мы сюда, на эту землю. Вы неплохо сохранились. Это точно. Ага. Да, почтовой станции в этом году 280 лет, и мы в этом году и отмечаем эту юбилейную дату. И наш Синск, наш красивый Синск на перекрестии 2 рек Лена и Синяя. Он, конечно, шикарен, наш Синск. Мы его любим. Ну что, пойдем? Пойдем. В хороводе были мы? Да. Были мы. Были Кого мы. надо видели? Видели. Пошли. Вот повезло-то. Сразу с гармонистом прогулялись. Вот я один здесь. Один гармонист. Первый Да, гармонист. больше нет. Синск был основан в 1743 году в 233 верстах от Якутска как почтовая станция Иркутско-Якутского тракта. Для исполнения государевой ямщицкой службы на станциях поселили русских переселенцев. Их потомки до сих пор живут в Синске и бережно хранят свои традиции и культуру. Ой, Ой, упарились, даже бани не надо. говори. Да? Всех повидали. Ну здорово. Ой, не говорите, да. Мы всегда рады видеть у нас в Ямщицком подворье всех гостей с разных точек нашей планеты. Ну аж российскому гостю так рады всегда. А что за фантастические костюмы вот эти? Это прям вот ваши предки так и одевались? Вот это что-то сохранившееся с тех времен или нет? Искусственных тканей не было, все ткани были натуральные. И вот мы в своем костюме решили использовать все натуральные ткани. И лен, и штапель, и ситец, и, конечно же, батист. Но Вот это как-то такие. похоже на то, как одевались раньше? Праздничный вот здесь, на костюм, этой да, земле? праздничный костюм очень был похож на вот эти костюмы. Губернию Да. назови. А губерния у нас губерния. Ярославская губерния, Вятская губерния, Могилевская губерния, да. Все костюмы, короче. Это наше родовое гнездо, где родилась я, и жили мои родители здесь. Мы долгое время отсутствовали, работали в других городах. И вот настал такой момент, когда, наверное, зов крови или зов предков, вот, и мы приехали сюда и начали восстанавливать наше подворье.
Так мы, как потомки государев-ямщиков, на самом деле, да, эту традицию точно продолжаем, потому что наши извозом занимались с помощью гужевого транспорта, а мы занимаемся извозом туристов с помощью автомобильного и плюс еще и речного транспорта. Есть трансфер, пожалуйста, с Якутска можно привезти в любое удобное время для То есть туристов. добраться сюда в Синск вообще не проблема? Не проблема. Только позвоните, напишите, договоримся, привезем, устроим отдых В лучшем виде. в лучшем виде на самом деле. Синск и сегодня стоит на оживленном маршруте, которым пользуются и жители соседних поселений, и многочисленные туристы, сплавляющиеся по рекам Лена и Синяя. Здесь можно и на ночлег разместиться, и найти транспорт, чтобы добраться до Якутска, а главное – вкусно перекусить. И мы не упустим возможность подкрепиться перед дальнейшей дорогой. Лидия, какой стол! Конечно, ямщики славились своим хлебосольством. Когда приходили в гости, обязательно выставлялся на стол пирог. Ну, а ямщики любили стряпать вот такой вот ягодный пирог. И поныне у нас сохранился старинный рецепт, который переходит из поколения в поколение. И вот Октябрина Егоровна Ефремова, рода Филипповых из Ярославской губернии, сегодня испекла вот такой вот пирог. Они по размеру бывают разные. Если большая компания, пироги бывают большие. Форма может быть как и круглая, так и на весь противень. Гастрономическая палитра удивляет. Впору даже сказать о своеобразной ямщицкой кухне. Это удивительный микс традиционной русской и якутской кулинарии, в котором гармонично сочетаются щи и суп с потрохами, пироги с местными ягодами и кровяная колбаса, сырая рыба и квашеная капуста. Словами не передать. Нужно пробовать. Ну, выглядит максимально аппетитно. Ладно, будем пробовать. Все вокруг говорят, пробуй, Это точно вкусно. Очень вкусно. Да, очень вкусно. Ладно, группа поддержки, буду пробовать. Главное, что все натурально. Зря боялась, правда? Да, Вкусно. Конечно, вкусно. Естественно. Что-то вы не едите, сидите. Вкусно. Вам не достанется, если мы будем все. Об истории ямщицкой службы рассказывает богатая коллекция старинных предметов и домашней утвари, собранная хозяевами подворья в ходе нескольких экспедиций по маршруту Иркутско-Якутского тракта. Здесь и детали конной упряжи, и одежда ямщиков, и старинная посуда. Какие-то экспонаты владельцам музея приносят односельчане. Иногда среди них попадаются настоящие диковинки. Вот такой вот пресс. Он похож на, вот он как струбцина закручивается, вот, да, можно раскрыть его, да, вот. И что там прессовали? А вот в том-то дело, его тоже в старинном заброшенном амбаре нашли, принесли сюда и сказали: Лидия Андреевна, у вас очень много туристов, и в том числе, может быть, и знатоки старинных вещей, может, вы нам сами скажете, что у нас такое было. И вот сколько я не задаю вопрос, Пока туристы не владеют этой информацией. никто мне не может сказать. Может, да. наши зрители знают. Да, может быть. Если знаете ответ, напишите в комментариях. Держитесь крепче, едем быстро. Ну а мы отправляемся к одной из главных целей нашего путешествия – к Синским столбам. Эти скалистые останцы, выстроившиеся вдоль реки Синей, не столь популярны у туристов, как ленские, но, на наш взгляд, уж точно смотрятся более живописно. Какие только образы не угадываются в причудливой форме скал. Сама река Синяя достаточно мелководна, поэтому для передвижения здесь используют лодки со специальным мотором – водометы. Скалы, высота которых достигает 180 метров, вырастают то на одном, то на другом берегу реки, и так на протяжении 140 километров. Правда, смотрите, как будто бы хор выстроился вдоль реки. Давайте сейчас послушаем, что же они поют.
Хорошая песня. Самое известное место на Синских столбах – поющие скалы. Говорят, если прислушаться, здесь можно услышать звуки, похожие на музыку. Ее создает ветер, гуляющий между скал. Вот отсюда и название. Скалы нам напели. И вообще, если честно, хочется проверить, почему река называется Синей. Может быть, там правда синяя вода? Ну что, я пошла. Как бодрит! Вообще для меня стало удивлением, что вода такая непрозрачная, но говорят, сейчас тают ледники, и поэтому вода такая темная и холодная. Поездка в Синск дарит фантастические впечатления. Основанное на стыке двух рек, это старинное поселение показывает пример гармоничного слияния двух культур. Здесь удивительным образом переплелись русские и якутские традиции, а село, которое давно могло затеряться на бескрайних просторах, до сих пор хранит свою самобытность и историческую значимость. Потомки государевых ямщиков по сей день продолжают важное дело, которое им доверили несколько веков назад, пусть и на новый лад.